липой. Можно смогу дышать, перестану. Нет. Спасибо, но нет. Так, в общем, давайте-ка сразу раздадим всем эти навыки. Черт, у меня опять этот пацан. Я надеюсь, он не будет таким пидором, как в прошлый раз. Так. Ну, хамелеон. Наверное, переговорщик, потому что я не знаю, честно говоря. Давайте взлом, наверное, и нокаут. Тут у нас глушитель, хорек, часовой, наверное, потому что мы на открытом пространстве, наверное, будем. И хамелеон опять-таки. Тут у нас, пускай будет нокаут. Это допрос. Ну и давайте таран, наверное, на всякий. Тебе хорек, часовой, нокаут и хамелеон. Окей, нокаут, часовой, взломщик. Давайте перехват. Ну и тебе 3 твоих навыка. Прикольно выглядит, кстати. Окей, первый ход. Чё? Так, на эти кнопки двигаться. Ну, двигать карту, типа.
такой шанс. Стрелять все. Мы никого не потеряли. Ничего себе. Да, у нас только двое в больницу забралось, и все. Классно. Ух. Вот это топово получилось сейчас. Да уж. Не, это класс. Сейчас было прям топово. И знаете, в принципе, с учетом того, что это бомба, наверное, бомба надо брать именно лаут. Ну, такое, типа, как громкое прохождение брать, потому что, ну, серьезно. Блин, кстати, можно было его убить. А что будет, если он будет в больнице? То есть я как бы с ним же не смогу в Blackjack поиграть же, да, по идее? Ладно. Или смогу? Мне, кстати, должны минусануть еще мало, по идее. Да, это все, в принципе. Классно. Мы выходим в плюс потихоньку. Так, а мне бы парочку еще людей купить. Давайте вот купим этого пацана. Вот так. Потому что у нас другая смена, она будет очень сырой, очень слабой. Нельзя, чувак. Там был какой-то диалог, наверное, сюжетный немножко. Ну ладно, пофиг. О, класс. Так. Угу. Так, что это? Макароны и сыр. Ага. Пресс экзотических фруктов. Я пробовал все понемножку, и меня аски высыпало. Чтоб я еще когда-то эти фрукты ел, лучше пиво выпить, от него никаких проблем. А я могу же вам пиво купить, да? Окей. Окей, кофейку, окей. Ага, сегодня бабушка испекла любимое печенье моего детства. Жаль, что старушка вышла из ума и зачем-то договорилась в него шоколадную крошку и испортила мне все детские воспоминания. Не, ну мы можем по фану тупо. Говорят, хот-дог вреден для здоровья, поухаживать, за что нужно насколько вкусным. Окей. Мороженка и луковый суп. Все, да? Да, вроде как все. 30-ку отдаем. И сейчас, по идее, должны окупить эту 30-ку. Потому что мне этого хочется. Так, что у нас тут? Мы тут ищем улики.
Так, тут мы ни хрена не знаем, поэтому будем искать улики также. Ищем. Так много расследований одновременно. А раньше, по-моему, было меньше. Чё это у нас? Это у нас спортзал. Надо бы сюда троечку отправить. Вот так вот как-нибудь. Где мне искать? Так, у меня есть 14 тысяч в запасе. Да, мы купились. Окей. Так, 14 тысяч в запасе мне еще остается. Так что, если что-то нужно будет, мы можем купить. Что у нас по бандам, кстати? Мы сейчас этого человека расследуем. Дальше будет какой-то следующий человек. И потом уже 45 тысяч. Ничего себе, нормально. За то, что мы найдем 5 людей, нам дадут 45 тысяч. А за то, что мы арестуем одного из них, нам ничего не дадут. По сути. Источник сообщил, что в город везут контрабанду сигарет в красном фургоне. Окей. Давайте попробуем арестовать источник контрабанды. А я надеюсь, он не старый, он же сможет ее поколотить. Итак, у меня настоящая война с соседями. Неделю назад я привез в припуск ящик петард сыну в подарок. Мы понемногу взорвали их во дворе. Пацан писался от счастья, но тут появился Хендерсоном сосед напротив, начали скандалить из-за шума. Я их, конечно, далеко нахер послал, но эти гады тоже где-то раздобыли петарды. У меня подобно. Таких нет сразу. Я хочу раз навсегда показать им, что я связаюсь не с тем парнем, если много забери все. Заберу все с хорошей доплатой. Сори, но нет. А, то есть нужна просто дубинка? Подождите. Если нужна будет дубинка, давайте перезапустим, потому что это бред. Значит, я дебил. Я не так, значит, прочитал. Не, его убивать не надо. Complete. Классно, молодец. Гей, что сказать? Палата ночных воплей. Пофиг. Боже мой, будто бы мне не все равно. Ты так говоришь. Изи. Всего лишь 2 косаря заплатил за это же, да? Но зато все многому научились. Я теперь в больших плюсах. У меня просто половина дела сейчас прокачалась. Раз. Так. Ну, бывает. Что ты хочешь? Окей, я вас понял. Подождите.
То есть там просто нужна была дубинка и человек с силой. Так? Нет. Окей. Вот допустим. Я понимаю, что это сейф-скам, но мне просто интересно уже, что не так. Я отправил чувака с силой. Я отправил чувака с дубинкой. То есть, ну, остается только одно. Просто отправить чувака с дубинкой и силой. Так. Угу. Давайте точно так же, как в прошлый раз. Ага. Окей, так, значит, тут мороженое у нас было. А тут у нас был луковый суп. И там вроде кому-то еще это. Ну и давайте кофе. 30 переплатим, но это пофиг. Так, отправляем всех тех же самых. Так, тут нужны были улики, да? Ну да. Окей. Ой. Так, тут нужно было по второму делу сгонять. А тут нужно было по уликам сгонять. Окей. Здесь дубинка и полностью вообще во все прокачивает, чувак. Так, контрабанда, давайте то же самое сделаем. In progress. Угу. 515 in progress. Если человек ракеты, говорят, он бегает так быстро, что по голыми пятками плавится лед. Угу. 519 in progress. 516 in progress. Так. Давай сразу же. Внутрь фургона, открыем запаску. 561 complete. Ага, ждем. Ждем мы весь наш департамент. Тут мы тоже принимаем все. Окей. Прокачиваем все до договора. Переговоры. Интеллект. Так, будем сразу же как можно больше тратить в интеллект. Вливать в интеллект, чтобы можно было их всех отправлять на расследование. У нас два похожих факта сходу в отделе. Так, и тебе тоже интеллект включаем. Тебе включаем интеллект.
И Куросаву будем отправлять на этот 557 in круассанчик, progress. на задание, связанное с расследованием. Классно. Так, вон, чёрт. А, вот тут. Мол, должен пожертвовать, что пытаясь продать наркотики на входе в ЗАГС. К нам подошла парень с девушкой и предложили купить какой-то порошок для смерти. Ведь нам предстоит дать клятву на всю жизнь. Но зачем порошок, это есть любовь. Любовь. Обидно. Ну и тут тоже мы не можем ничего сделать. Хотя нет, можем. Что это у нас? Бабуля экскурсовод заметила на витрине музея нового экспоната грант времен Второй мировой войны без чеки. Упс. Так, остаточка. Утащил с работы шокер, какой-то его прокачал и превратил в настоящую машину убийства. Эта штука мгновенно поджарила сильно мозги, но не вредила вкус их внутренности. Жаль, что этот мужик спился и умер. От него осталось только куча непонятных чертежей. Если, ребята, есть настоящий умник, то я бы хотел ни слова больше. Так, ну сегодня не особо удачный день. Но мы наконец-таки выполнили говно с тренером по скорости. Возле граната, обмотанной изолентой, стоит школьник. Наконец-то в этом задрипанном музее появилось что-то крутое. Бабуля экскурсовод тащит школьника за руку. Питер, пойдем, сейчас все взорвется. Давайте эвакуируем музей. Complete. Она пришла домой вместе с внуком, разогреваясь ему лазанью. Полиции не удалось выяснить, кто подложил гранат в музей. Обидно. Но все целы и здоровы. Это главное. Так, что это у нас? Так, закрыть автомобиль даже на пару часов я не могу, так что все работают с фонарями из-за темноты. Тратит слишком много воды и плохо умывает машину. Уверен, у вас на службе есть парочка смекающих ребят, которые разбираются в синьке. Отправьте их ко мне. Их мне в помощь. Пусть покладут с проводами и вернут нам свет поскорее. Окей. Нужно двое интеллектуалов, сука. Что за пидор? Какие сумерки вообще? Сейчас только день. А как же тот пистолет? Черт. Дверь церкви уже открыта. Видно, что внутри началась свадебная церемония. 557 complete.
сделаем быстро. Окей, значит, мороженку и лук. О, мы даже в плюс выйдем. Класс. Тут улики, да? Да. Тут у нас... А, ну тут нам пофиг. Мы просто должны его арестовать. А тут у нас улики. Окей. А, пофиг, знаете. Давайте в качестве какого-то там, не знаю, типа наказания, что мы сейфскамим. Сейфскамим этот день уже второй раз. Мы просто не будем делать это вообще задание, потому что сейфскам произошли из-за него, по большей части. Да не. Положено вызов вроде как бы. Так что пофиг. Нет, не хочу сюда петарды. Но светошумовые, окей. Так, а тут у нас... Да. Это же сложно, да? Угу. А, обвязался веревкой и размышлял, работать ли без страховки, ведь я не спускался. Женщина постояла на верхушке церкви еще немного, затем все распустилась без страховки. Экскаватор, о, страшно. 553 in progress. Так, включаем сирену. Фургон. Отодвигаем запаску. 561 complete. А вдруг это, кстати, не все, что там было? А, ну, просто 557 in progress. как бы... Угу, да. Тут делаем все то же самое, то есть... Прокачиваем тут всем интеллект по возможности. И, кстати, по поводу этого человека, посмотрите. Мэссио Арброд, окей. Прокачаем скрытость. А, да, это один и тот же человек. А, надо было прокачать интеллект этого парня. Окей, теперь прокачиваем тебе интеллект. Тебе прокачиваем скрытность. Ты не будешь видеть теперь еще. И тебе тоже интеллект. Классно, у нас смело поднимается моментально за вот эти расследования. Но мы ничего не можем сделать опять-таки. Тут то же самое. Сгребает снег на проезжей части, дверь кабина закрыта, за рулем пьяный мужчина что-то напевает. Заскочить в кабину. Это уже, наверное, скорость. Давайте включим сирену. Давайте закинем светошумовую. 515 complete. Окей, но мы не можем, да. Давайте подождем еще немного, у нас есть время. Что у нас тут? Тут нам нужен человек с интеллектом. Давайте сейчас подождем кого-нибудь. Вот тебя, наверное.
Обидно. А, вот это вот, да. Нам нужен был там снайпер, оказывается. Надо было просто провести разведку снайпером и все. Так, давайте разведка снайпером. Заряжаем растяжку. То у вас вызвалось, чтобы вы полюбовались фейерверком и не сорвали всю операцию. Давайте занимаем преступников. 557 complete. Угу. Окей. Так. Нам нужен свет. Нам нужен свет. Но давайте попробуем отправить это. Вдруг получится. Так. И отправим сюда еще двух интеллектуалов. Чтобы они починили свет на мойке. За это нам должны заплатить прилично, кстати. Так, что у нас по делу с этим? По вот этого дела вроде как, да. Но мне хватает еще одного кадра. Окей. Тут пофиг. Ну, вдвоем мы, конечно, кое-как сориентировали что-то про проводку школы вспомнили, заводской инструмент прочитали инструкцию. Мистер Норрис был так доволен, что предложил нам работу с хорошим экономным посоветовали, все отказались. Все же нашли свое призвание, хотя один из нас чуть было не согласился, но мы не можем. Но мы не скажем, кто именно. Ха-ха. Черт, он так мало заплатил за свой день их работу. Ой. Бывает. Ну, ты завтра все равно придешь в это. Окей. Нет. Так, у нас 14 тысяч, надо бы чем-то продать. Чтобы 20-ку накопить сразу же. Чтобы по этому поводу уже просто не париться. И когда будет, просто чуть-чуть подбавить. Сколько не хватит, если не будет не хватать. Ну и чтоб там всяких предупреждений, не знаю, может что-нибудь будет. Да и пускай будет просто так. Вдруг куда-нибудь понадобится срочно. 20 тысяч. Почему бы нет? Мы в плюс вышли вроде как. И давайте ее наймем. Нам нужно больше людей нанимать постоянно, чтобы у нас были больше кадров, которые могут прокачиваться, которые могут заменять погибшие кадры. Если у нас кто-то умрет. Потому что чем больше у нас кадров, более-менее средненьких, тем больше мы можем посылать средних людей на работу. Tell me, Victor, tell me honestly, are you a human being or a robot? Huh? Right? Or are you sure? Have you checked? Because it seems to me you have a set of programmed commands instead of brains in your head. Ever consider showing a little bit of flexibility? Just a little bit, huh? Ever consider that selling butter and selling gasoline isn't the same thing? Well... Секунду. Очень громко. Listen.
Listen to me, Victor. Listen to me a second before your tiny electrical brains run out of batteries. When you sell him butter, you sell him a delicious breakfast. A person can live without a delicious breakfast. Yes, most people in this fucking town haven't even heard of a delicious breakfast. When you sell him butter, he's in a position to bargain. Because if he doesn't have butter, he'll smear... Ничего себе. Неприятная ситуация. Только что произошло. Да. Черт. Извините. Я не специально. his toast with clay, and by God, I swear he will eat it with no less pleasure. But when you sell him gasoline, Victor, when you sell him gasoline, you sell him his business. You sell him the entire meaning of his existence. Because, Victor, if he doesn't have gasoline, he'll have to shut down his gas station. And if he closes his gas station, he won't have butter or toast on the table. And in fact, he won't even have a fucking table, because his creditors will take away his whole fucking house. And a man needs a fucking house so that he can have a place to put his fucking table. You got the logic, right? Now see if you can digest it with your fucking electrodes or whatever you usually think with, and call me back when you come to an agreement on the price. Ah, you're already here. I'm sorry, Jack. It's a busy time of year. I gotta sit by the phone all day. I can call you Jack, right? Why am I asking? I'm already calling you Jack. Let's sit down. We could go to the bar, by the way. I'm waiting for a call, but I could. It's fine here. You sure? Well, as you like. That's what I love about Sharpwood. Even if I forget to put the beer in the refrigerator, it'll still be cold. Here, you can help yourself. Doesn't look like beer, does it? Well, what is it? The infamous smelly soup? You should try it. Go on. Try it. Don't be squeamish. Half of Sharpwood eats that soup every day. No one's dead yet. Not from the soup, anyway. Now I see. Now I see why you'd say that anyone who lives on this soup would try to get out of here. Well, yes, but most of them stay. What do you think keeps them here? Family? Friends? Friends? But there's nothing easier than making friends. When did you arrive in Sharpwood? About 10 weeks ago? Or was it 8? And look, you're already surrounded by friends. No, it's not friends. It's the enemies. Ask anyone in the city. Ask a poor man. Ask a rich man. Of course, if you can find a rich man. They all have them. Every one of them has a neighbor they can't stand. Well, how can you leave Sharpwood and allow your enemy to go on without you? So he could plant a cherry tree in your backyard? So he, not you, could buy drugs on discount? So he could grab a nice plot of land in the cemetery? No one can allow this. The enemy must be exhausted if it takes you your whole life. With the enemy, you need to fight to the last. Once you have an enemy, you're doomed. You can't think straight. Old Sheriff Wells was doomed. He couldn't stand drug dealers. I myself don't care for them, but Wells didn't count them as people at all, despised them more than murderers and rapists, and as soon as those fucking neckties appeared in the city, he knew right away that they were his enemies. Enemies which he must overcome, you see? And even if by some miracle he succeeded, what next? What other enemies would he have invented? And the performance we arranged for him that night? He had no reason to believe that there were ties hiding in that house. But one phone call, from this phone here, by the way, and he rushes off into the night to God knows where. You know what happened next. He threw himself into a hail of bullets. Got 2 young cops killed, too, though they had absolutely nothing to do with it. Sheriff Wells invented his enemies, and he paid for them dearly. So the policeman had to pay for doing police work. What? Jack, come on. I know we need the police. Of course we need them. There was a case here recently, a month before you got here, maybe less. A fellow named Rocco, he was a butcher here. His old mother Bertha went missing. And Bertha had either Alzheimer's or old age dementia, or is it the same thing? Anyway, poor Bertha always forgot everything. Couldn't even recognize Rocco half the time. And then suddenly she disappeared somewhere. So,
What did our Rocco decide? Our Rocco decided that his mother was kidnapped by Eves Menke, another local butcher, his competitor, so to speak. No, just think, a man finds his mother missing, his old sick mother who can't remember her way to the toilet, and the first idea that comes into his head, his competitor kidnapped her. He watched too many movies, I guess. So what did Rocco do? Rocco picked up the hammer, went to Eves Menke's house, cracked open his skull, then broke his brother's skull, then broke his father's skull, then went down to their basement shouting, "Mom, I've come to save you!" And the basement was empty. Of course it's fucking empty. And there he is, standing there. Goes back home, covered in blood, hammer in hand, and his mother is there, sitting in her armchair, quietly knitting. Walked around in the woods all day, then came back home. Doesn't even remember a thing about it. Now Rocco will be in prison for the rest of his life. But if he just called the police, if the cops had combed the forest looking for poor Bertha, nothing would have happened. So of course we need the police. Never imagine, Jack, that I think the police is my enemy. I don't invent enemies for myself. I won't repeat the old sheriff's mistakes, unlike the new sheriff. What, you arranging a special performance for her too? I could, of course, but what happens after that? Marino says that after Gail Greenberg's death, there's no first deputy in the department. So if the sheriff suddenly dies, anyone might take her place. And I do not need anyone. I need you. I'm sorry? You're working in the sheriff's department, unofficially, right? I think it's time to formalize your status. First deputy sheriff. It's a good start, huh? Why would Lily formally appoint me as first deputy? You're not listening to me at all, Jack. Lily invented an enemy for herself and will do anything if it means she can get even with her enemy. Believe me, run the ties out of Sharpwood and you'll get your post. She wouldn't think for a second. I'm not sure she... Just think, Jack, just think. The ties didn't just flood the city with drugs. Oh, no, that would not be enough. The ties killed her precious Sheriff Wells. Well, that's what she believes anyway. But would they stop at that? Oh, no. The ties killed Gail Greenberg. And was that enough? Not at all. Now the ties had also killed her champion, Captain Carter. As far as I know, Jack, you made sure poor Lily thought as much. You can be sure, Jack. Hatred for her enemy has all but blinded our sheriff. Like her predecessor, like her predecessor's predecessor. Consider this a Sharpwood tradition. Suppose she agrees. Although I do not really believe she will, then I'll still need to deliver and take out these ties. Is that a problem? I thought you were an experienced cop. I don't even know where their headquarters are. But I do. I learned a lot from our distinguished young student, Arthur Sherman. The scholar couldn't be held in isolation without books. He traded all the valuable secrets of the insidious neckties for the Viscount de Bragelonne. Can you imagine? Even if I can. Ah, that must be Victor. Don't worry, Jack. She'll agree. You'll see. She'll agree without hesitation. Call me when you made the deal. Just don't leave it too long. Here, little souvenir from Freeburg. Hello. What? Why does he need so much? It doesn't matter how much he's willing to pay. It's physically impossible at that time. Look, that's not World War II. Я выстроил громко, я еще не знаю. Так. Ну, давай ты распечатаешь, не знаю, что будет. У нас много людей. Так. Бля, как можно было сейчас проебаться?